поступил запрос на мастер-класс по созданию каркасной игрушки Дарт Вейдер, одного из главных персонажей легендарной саги «Звездные войны». Так что это первое видео из серии данного мастер-класса. Сейчас я расскажу, какие материалы необходимы. Но сперва хочу выразить всем огромную благодарность за поддержку, за такие добрые слова, за отзывы и комментарии о предыдущем мастер-классе по дракону. Мне очень приятно, и это вдохновляет меня трудиться дальше в этом направлении. Еще раз огромная благодарность всем вам. Теперь перейдем к Дарту Вейдеру. Так как я вязала его на заказ, в готовом виде его сейчас нету. Поэтому я буду вязать, а детальный обзор будет уже в конце мастер-класса. Итак, материалы. По пряже. Основная пряжа это будет у нас пряжа черного цвета. Вот я буду вязать из Ярнард Этамин ниточки. Напомню, вы можете вязать абсолютно из любой пряжи, даже если она будет толще. Единственное, просто учитывайте тогда длину каркасной конструкции. То есть тогда будет отличаться, она будет длиннее. Итак, основная ниточка это у нас Ярнард Этамин черного цвета. В 30 граммах 180 метров, стопроцентный акрил, цвет черный, 422. Дальше вот этих красного, серого, остальной пряжи, в общем, их нужно в принципе совсем немного. Это для оформления мелких деталей каких-то. Вот красный цвет у меня 434, серый цвет 449С. Также Ярнард Бэби я использую здесь. Это тоже стопроцентный акрил. В 50 граммах 150 метров. Черный цвет 585. Также по пряже еще темно-серый цвет Ярнард Ирис 934. Вот белый цвет тоже совсем немножко, его нужно 910. Также можно использовать либо ирис еще зеленого цвета, какой-нибудь яркий, или мулине. Это вот там будет для вышивки кнопочек. Вот, поэтому его тоже будет нужно совсем немножко. Можно использовать любую ниточку зеленого цвета, которая у вас есть. У меня мулине. Цвет я не помню. Вот такой вот зеленый цвет. Также нужен будет холофайбер для наполнения игрушки. Вот глазки. Глазки вот такие на безопасном креплении. 0,5 миллиметра. Также спицы 2,5 миллиметра. 2 крючка потребуется для тоненькой пряжи, единичка. И для Ярнард Бэби 2,5 миллиметра я использую. Вот также клей Момент Кристалл потребуется, ножнички, иголочки с булавочками. И так как игрушка у нас каркасная, потребуется проволока. Я использую для пальчиков проволоку диаметром 0,6 миллиметра. Ее нужно будет, наверное, около метра. Там я детально буду рассказывать, как что делать. И проволочка для каркаса самой игрушки, она более толстая, 1,4 миллиметра использую. Также пластырь. Пластырем я делаю обмотку.
каркасов, либо можно использовать проволоку уже в оплетке, готовую. Тоже очень удобно, хорошо. У меня просто такая пока есть. Вот, и с ней тоже, в принципе, очень хорошо работать. Ну, в принципе, по материалам это все. Плоскогубцы еще могут понадобиться для того, чтобы проволоку выравнивать. Выравнивать и загибать петелечки. Вот, в принципе, по материалам это все. Поэтому будем приступать. Уже в следующих видео будем начинать изготовление игрушки. До встречи!